На свадьбе свекровь во время тоста заявила: «Коттедж оформим только на сына, чтобы эта нищебродка ничего не получила». В зале повисла тишина. Тогда отец невесты, простой железнодорожник, встал и сказал: «А теперь мое слово». И то, что произошло дальше, всех поразило. Дорогие зрители, прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях, где вы находитесь. Нам правда интересно узнать, из какого вы города. Приятного просмотра! В банкетном зале ресторана «Лазурный берег» царила атмосфера праздника. Белоснежные скатерти, мерцание стеклянных люстр, тихая классическая музыка. Все говорило о торжестве. Сегодня Мила и Данил соединяли свои судьбы, и, казалось, ничто не могло омрачить этот день. Гости прибывали, поздравляли молодоженов, дарили букеты и подарки. Мила в утонченном платье из салона чувствовала себя немного неловко под пристальными взглядами. Наряд был из проката, но она мечтала о нем с детства, и Данил сделал все, чтобы ее мечта сбылась. Данил выглядел спокойно и уверенно в дорогом костюме, выбранном его матерью, Еленой Николаевной. Высокая, ухоженная женщина с холодным выражением лица, Елена Николаевна, держалась словно королева. Для нее эта свадьба была не проявлением чувств, а отражением статуса. Мила взглянула на жениха. Он улыбнулся, и ее сердце чуть успокоилось. Они были из разных миров. Она — дочь простого железнодорожника из пригорода, выросшая на честной трудовой любви. Он — сын обеспеченной бизнесвумен, привыкший к роскоши и контролю. Со стороны Данила в зале были в основном деловые партнеры матери, важные, строгие, в дорогих нарядах. Со стороны Милы — ее семья, скромные, но искренне радующиеся гости. Особенно выделялся ее отец, Илья Иванович, крепкий, с добрым, но усталым взглядом. Его костюм был скромным, но одет он был с достоинством. Началась официальная часть. Ведущий шутил, гости поднимали бокалы. Мила и Данил улыбались, будто стараясь игнорировать неясное напряжение в воздухе. После пары тостов встала Елена Николаевна. Она элегантно отодвинула стул и, поправив платье, посмотрела на Милу с надменной улыбкой. «Дорогие гости», — произнесла она громко, — «сегодня замечательный день, свадьба моего сына. Мы с мужем решили подарить молодым коттедж в элитном районе». Гости зааплодировали. Мила вспыхнула. Она знала об этом подарке, но считала его не столь значимым. Для нее важнее была любовь. Елена Николаевна подняла руку, призывая к тишине. «Но», — продолжила она, ее голос стал ледяным, — «хочу уточнить. Коттедж будет оформлен исключительно на Данила, чтобы, скажем прямо, эта провинциалка не получила ни клочка земли». Зал замер. Смех и аплодисменты моментально исчезли. Гости переглядывались, не зная, как реагировать. Данил опустил голову, будто стыдился сам себя. Мила сжалась от боли и унижения. Но она не ответила, только посмотрела на отца. Илья Иванович встал. Его движения были уверенными. Он прошел к микрофону под взгляды сотен глаз. Взгляд его был спокойным и твердым. Он не собирался мстить. Он собирался говорить по-человечески. «Добрый вечер», — сказал он. «Я не оратор, я человек простой. Всю жизнь поезда вожу. Но дочь свою люблю так, как, наверное, немногие тут любят деньги. Она у меня выросла в тепле, без золота, но в любви. Все, что мог, я ей дал. И я горжусь, какая она выросла честная, добрая, настоящая». Он перевел взгляд на Данила. «Я вижу, что ты ее любишь. Я надеюсь, что ты будешь ценить ее. Не так, как вещи, а как человека». Некоторые гости кивнули. Слова шли в сердца. «У меня нет особняка, но кое-что есть. Дом. Неказистый, сам строил.
Там нет картин, но там тепло. И я дарю его Милочке и Данилу. Без условий, без пафоса. Пусть там будет их счастье. Дом оформлен на вас. Живите. Растите детей. Будьте настоящими. Закончил Илья Иванович. В зале раздались аплодисменты. Настоящие. Не дежурные, не лицемерные. Елена Николаевна сидела, сжав губы. Все ее превосходство рассыпалось в прах. Мила бросилась к отцу и обняла его. В ее глазах были слезы, но счастливые. Данил встал. Он подошел к Илье Ивановичу и пожал ему руку. «Спасибо за Милу, за дом, за честность. Я вас уважаю. Будь мужчиной, сынок», — тихо сказал Илья. «Люби ее. Не позволяй больше никому ее унижать, и она отдаст тебе последнее». Позже в танце Мила чувствовала, как в груди разгорается что-то светлое. Она посмотрела на Данила. В его взгляде не было больше растерянности, только решимость. Музыка заиграла громче. Атмосфера в зале изменилась. Теперь это был праздник любви, а не демонстрация богатства. Даже холодные партнеры Елены Николаевны начали вести себя проще. Кто-то подошел к Илье Ивановичу поблагодарить за речь. А Мила думала: «Моя семья не бедная. Просто мы другие. И, может быть, в этом наша сила». Позже Данил подошел к ней и спросил: «Поехали?» «Куда?» — удивилась невеста. «Домой. К нам. В наш дом. К твоему отцу. Там, где все настоящее». Он подошел к матери со словами: «Мам, мы уезжаем. Не обижайся». Елена Николаевна посмотрела на него с удивлением и страхом. Она поняла, что потеряла контроль. «Куда?» — выдохнула она. «Домой», — коротко ответил он и взял Милу за руку. На крыльце их ждал отец. Он открыл дверь и сказал: «Добро пожаловать домой». Дом был скромный, деревянный, с цветущим садом. Внутри тепло, запах свежей выпечки, в гостиной — камин. «Здесь наш дом», — прошептала Мила. «Спасибо, папа». «Живите счастливо», — ответил Илья Иванович. Ночь прошла в разговорах, смехе и планах. Утром Илья уехал в рейс, а молодые вышли в сад. «Я здесь как будто заново родился», — сказал Данил. И вдруг раздался звонок. Это была Елена Николаевна. «Даня, я была не права». Ее голос дрожал. «Прости. Я просто хотела, чтобы ты был счастлив. Но сделала только хуже. Я хочу познакомиться с Милой по-настоящему, без масок. Приезжайте». Данил посмотрел на Милу. Она кивнула. «Хорошо, мам, мы приедем». Он обнял Милу. «Может, все действительно наладится?» — спросила она. «Я на это надеюсь», — ответил Данил. Они стояли у своего нового дома. Дома, построенного не деньгами, а любовью. И знали, настоящая семья начинается с сердца, а не с документов на коттедж. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.